Усім знову привіт! Ви на каналі Школа вязания, с вами Катерина Мушин. В сегодняшнем видео мы начинаем вязать кардиган лисичка. Значит, примерно такие наброски кардигана я набросала. Обязательно это будет с капюшончиком. По возможности капюшончик сделаю в виде лисички. Если не получится, то обычный капюшон. Значит, лисичка у нас будет с трех цветов. Это немножко коричневого, основной это оранжевый и белый цвет. Вот. Значит, вяжу я из пряжи Young Art Jeans Plus. Все три цвета, это у меня вот эта ниточка. Здесь 55% хлопок, 45 полиакрил. 100 грамм такой моточек, 160 метров. Значит, оранжевый цвет основной это 85. Его у меня примерно уйдет 3 моточка. Далее белый цвет, это номер 01. Ну, я рассчитываю все-таки на такой капюшончик, тогда уйдет целый моточек. Плюс будут вставочки, видите, уже по низу, такие же на рукавах, возможно, на рукавах и шире. И последний, это остатки пряжи. Здесь у меня около 60-70 было грамм пряжи. Это остатки из последнего кардигана, который мы связали. Вот так он выглядел. Его мастер-класс, если хотите, я ставлю ссылочку под этим видео. Можно перейти и посмотреть. Он хорошо идет именно на отделку. Вот эти два моточка пойдут на рукава. Как у лисички, ручки и ножки темнее, так и здесь будет кардиган темнее. Возможно, немножко на капюшону, но вряд ли. Вот эту обвязку тоже думала, может этим, может белым. Посмотрим, что у меня в конце останется. Но в основном это полоска внизу, полоски такие широкие, достаточно на рукавах планируется. Значит, это та же пряжа Young Art Plus. Так, 71 цвет. Вот, значит, вяжу я все на размер примерно на 4 года, 3-4 года. Значит, вот так выкройка выглядит кардиганчика. Смотрите по порядку свой размер, то есть вот у меня 3-4 года, и я беру по выкройке все полностью номера именно ширины и высоты, которые у нас идут по этой выкройке. Далее, от предыдущего кардигана у меня остался такой образец лицевой глади, но здесь у меня намного плотнее рисунок. В этом рисунке 2 ряда вяжется платочным узором и 2 ряда резинки. Получается такой красивый рисунок. Вот так с лицевой стороны, вот так на изнанке. Фактически весь кардиган я планирую связать этим рисунком. Так, если вот на лицевую гладь я вязала 4-кой предыдущий кардиган, то чтобы такую вот легкую плотность получить вот здесь, я взяла спицы номер 5. 5,0 мм, то есть намного больше. Если лицевой гладью, то лучше 4,5, как и здесь. Но зато плотность вязания примерно та же. Значит, вяжемте небольшой образец своим узором. Обязательно узором, а не лицевой гладью, так как они разные. И считайте, сколько петель на 10 сантиметров. Вот 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 7. 17 петель у меня в 10 сантиметрах. Видите, получается. А здесь было 16,5. Хотя спицы намного меньше. Дальше возвращаемся к выкройке. Ширина спинки у нас 34 сантиметра. Умножаем на 2, так как спинкой перед. И к переду добавляем еще 2 сантиметра на планку. Смотрите, 2 сантиметра я добавляю на планку для вот этого полотна. И затем еще у меня будет обвязка. Потому что вот эти все кромки, когда смена нити, желательно спрятать. То есть я сразу цельновязанную планку не вяжу. Я делаю легкую обвязку. Но планка большой не будет. Значит, мне нужно набрать полотно длиной вот 70 сантиметров. 70 умножить на 1,7. Вот мне нужно 119 петель. Так как здесь планки я буду обвязывать, кромки я не добавила. Я так 119 петель и набрала. Также мне нужно нечетное количество петель для вот этого узора, поэтому 119 петель мне супер подошло. Теперь вы выбрали свой размер, смотрите, какое у вас ширина, умножаете на 2, добавляете, если планку, то ширину планки, без планки, если планковая обвязка, то хотя бы 2 сантиметра, и тогда умножаете на плотность вязания. Такое количество петель должны набрать. Так со мной вы сможете связать любой размер. Мой размер вот она, 3-4 годика. Так, дальше все будем вязать вот этим рисуночком, все вас научу, и проймы, и все остальное. Согласна? Оставляю длинный хвостик.
Классическим способом набора на 2 спицы набираю петельки 2, 3, 4, 5 и так дальше. Всего должна набрать 119 петель. Так, набрано у меня 119 петель. Значит, вытаскиваю одну спицу и буду вязать узором. Значит, у нас очень простой узор. Состоит он из 2 рядов лицевых петель и 2 рядов резинки. Так, смотрите, вместо первого ряда вот у нас вот этот наборный край. Поэтому схему мы начинаем со 2-го ряда. А значит, мы сейчас, внимание, с изнаночной стороны. Первую петельку снимаем. 2-й ряд, все петли выполняются лицевыми. 1-й ряд это был набранный петли. Так нужно, чтобы более красивый был вот этот край. Мы начинаем вот с изнаночной стороны, со 2-го ряда узора. Значит, лицевыми я вяжу все петли до конца ряда. Так, довязываю лицевыми. Кромку тоже лицевой. Кромку буду вязать в узор, как все петли, так и кромку. Работу поворачиваем. Дальше вот это будет лицевая сторона. И дальше у нас 3-й ряд. 3-й и 4-й ряды вяжутся резинкой. Значит, первую петлю снимаем. Выполняем 1 изнаночная, 1 лицевая. 1 изнаночная, 1 лицевая. Итак, резиночкой до конца ряда, чередуя лицевую и изнаночную петель. Довязываю лицевая и изнаночная и последнюю лицевая. Так, повернуть вязание. 4-й ряд вяжем. Первую петельку снимаем. По рисунку 1 лицевая, 1 изнаночная. Лицевая, изнаночная, вязать до конца ряда. Так, довязываем лицевая, изнаночная, лицевая и последнюю изнаночной. Так, мы провязали со 2 по 4 ряды нашей схемки. Значит, нитью коричневого цвета. Теперь эта нить отрезаем, оставляя небольшой хвостик. Все хвостики будем прятать позже. Значит, дальше я соединяю нить оранжевого цвета. Так, теперь начинаю узор уже с 1-го ряда. Первую петлю снимаем. 1-й ряд у нас все петельки выполняются лицевыми. Вот каждую петлю вяжем лицевой петлей. Вот лицевыми вязать так до конца ряда. Так, довязываю лицевыми. Видите, как 1-й ряд схемы. Дальше со 2-го ряда все, что мы вязали ранее. 2-й ряд на изнанке, 1-ю петлю снять. Все петли выполняются лицевыми до конца ряда. Так, довязываю 2-й ряд схемы лицевыми, включая кромку. Когда крайние петельки провязали, немножко стягиваем концы нитей. Так, есть 2 ряда платочного узора и 2 ряда резинки. Первую снимаем, 1 изнаночная, 1 лицевая. Изнаночная, лицевая, вяжем до конца ряда. Довязываем изнаночная, лицевая, предпоследняя изнаночная и кромку лицевой тогда. Так, работу поворачиваем. 4-й ряд узора тоже резиночкой 1 на 1. Первую петлю снимаем. 1 лицевая, 1 изнаночная. Лицевая, изнаночная. Вязать до конца ряда. Видите, полосочка коричневая, полосочка оранжевая. Следующая полосочка должна быть белого цвета, но оранжевую вы не отрезаете уже. Так, соединяю белую ниточку. И также 4 ряда я вяжу белым цветом. 1-й ряд все петли лицевыми. Значит, самостоятельно эти 4 ряда быстренько провязываем по вот этой схемке. Так, белым цветом еще 4 ряда я провязала. Значит, белый цвет тоже отрезаем. И возвращаемся далее только к оранжевому цвету. Так, вот это уже в сторону. Все остальные рядочки будем вязать нитью оранжевого цвета. Значит, первую снимаем, а остальные лицевыми.
Все, более никаких полосок не делаем. Нитью оранжевого цвета довязываем до высоты пройм согласно выкройке. На выкройке смотрите, сколько нужно вам провязать, столько и вяжете. Согласно выкройке до пройм мне нужно провязать 22 сантиметра. Вот примерно 22 сантиметра я провязала. Видите? Значит, схему повторила 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 раз в высоту. Вот. Дальше. Распределить спинку, 2 полочки и наши подрезы. Значит, спинка, ширина 34 сантиметра. Это самое главное, потому что на полочке вы что-то добавите, пока будете обвязывать. На спинку вы не добавите ничего, поэтому петель спинки нельзя никак забирать. 34 сантиметра здесь должно быть. Больше можно, меньше никак. Умножаем на плотность вязания 1,7 петли в 1 сантиметре. Это 57,8 петли. Значит, дальше на каждую пройму я выделю примерно 3,5 сантиметров. Это 5 петель. 5 петель как раз хорошо у нас по рисунку будет нечетное количество. Значит, минус, смотрите, 5 петель здесь, 5 петель здесь. Но из них 2,5 на спинке. И здесь 2,5 на спинке. И 2,5 на каждую полочку. То есть минус дважды по 2,5. Или один раз минус 5. Так? Это 52,8. Так, округляем до большого. 53 петли, до нечетного. 53 петли. Все. 53 петли, значит, будет у нас на спинке. Пройму я не просто 5 петель, я закрою 5 петель, а затем в следующем ряду еще по 1 петли. Так будет она более круглая. Хорошо? Но сейчас 53 петли плюс по 5 на каждую пройму. Всего у нас 119 минус на спинку 53, минус 5 на одну пройму, 5 на вторую пройму, 56 осталось, делим между 2 полочками. Это по 28 петель. Значит, вяжу 28 петель, закрываю 5, вяжу 53, закрываю 5, довязываю 28. Так, схема добавлена полностью, поэтому этот ряд у нас с лицевой стороны. Значит, 28. Первую снимаем, вторая лицевая, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. 28 петель, включая кромку. Закрываем 5 петель. Значит, следующие 2 петли провязываем вместе лицевой влево. Снять петлю, 1 лицевая, накинуть снятую петлю на провязанную. Закрыта первая петля, 1 лицевая, накинуть первую на вторую. Закрыта вторая петля, 1 лицевая, накинуть первую на вторую. Третья закрыта, лицевая, накинуть первую на вторую. Четвертая закрыта и лицевая, накинуть первую на вторую. Пятая закрыта. После закрытия остается 1 петелька, она идет в счет 53 петель на спинку, то есть 1 уже есть, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 51, 52 и 53, значит 53 петли у меня, включая вот эту петельку закрытия. Снова закрываем следующие 5 петель. Снять петлю, 1 лицевая, накинуть снятую петлю на провязанную, 1 закрыта, следующую лицевой, накинуть первую на вторую, вторая закрыта, лицевая, перебросить петельки, третья закрыта, лицевая, перебросить петельки, четвертая закрыта и лицевая, перебросить петельки, пятая закрыта. Петля закрытия идет у нас к полочке, и это считается вот эти наши 28 петель, включая вот эту петлю закрытия. Проверяем. 1 есть, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 и 28. Все у нас сошлось, все у нас верно. Так, теперь, если расстелить, мы видим, здесь 5 петелек для проймы закрытой и здесь. Вот, 28, 28, 53 петли на спинку. Вот так разделили. Дальше каждую часть довязываем отдельно. Отдельно нашу полочку, одну, вторую, отдельно спинку. Одновременно еще по одной петельке со стороны пройм будет убавляться. То есть следующий ряд у нас на изнанке. Снять первую петлю. Вяжу только петельки полочки, все петли лицевыми. Так, довязала я петельки лицевыми. Кстати, у меня сейчас как раз 100 грамм. Вот провязано чуть-чуть выше. То есть следующий моточек я только начала. Это если кто-то сравнит количество вот пряжи. То есть вот это 100 грамм, вот последние несколько рядов уже было с нового моточка. Так, работу повернула. И с лицевой стороны я должна убавить одну петельку. Давайте я одну снимаю и провязываю 2 вместе. Так, смотрите, вот это будет лицевая, вот это изнаночная, а это убавить. Значит, 2 вместе изнаночной у нас по рисунку. Затем лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Довязываем до конца ряда. Так, вот довязала лицевая, изнаночная и кромку лицевой тогда. Здесь у меня осталось 27 петель. Вот эти 27 петель я продолжаю вязать в узор уже до горловинки. Каждый снова возвращается к своей выкройке. Смотрите, на какой высоте у вас горловинка. И до горловинки вы повторяете вот этот рисунок уже без убавлений. На всех 27 петлях, что у вас осталось. Ну или сколько осталось уже для вашего там размера. Так, полочку я должна довязать до высоты 34 сантиметра. Вот так. Видите, здесь 34. Дальше делаю убавление для горловинки. Значит, всего для горловинки я должна закрыть 13 петель. Но так как я буду вязать здесь сверху капюшон, я сейчас не закрываю, а просто их откладываю. Или буду выделять маркером. Значит, следующий ряд, снять петлю. Вязать все по рисунку до последних 10 петель. Так, остальные вот вяжу лицевыми, пока не останется на спицах 10 петелек. Так, 2, 4, 6, 8, 10. Вот эти еще провязать. Вот, есть. Чтобы мы их не перепутали, здесь ставлю маркер. Работу поворачиваю. Далее снять петлю. И возвращаюсь обратно, все петельки лицевыми. Все по узору. Последнюю тоже лицевой. Поворачиваем вязание. Так, следующий, третий ряд горловинки. 2 петли отложить. Значит, снимаю петлю, вяжем 1 изнаночная, 1 лицевая до последних 2 петель перед маркером. Так, довязываю изнаночная, лицевая. Видите, 2 петли перед маркером осталось. Переставить сюда маркер. Вот. Работу поворачиваем. С изнаночной стороны снять петлю и довязываем по рисунку. Это у меня лицевая, изнаночная. Так, довязала. Так, с лицевой стороны еще оставляю 1 петлю. Снять петельку. Все петли выполняем лицевыми. Так, до последней петли перед маркером. Давайте я вот так сюда переставлю маркер. Работу поворачиваем.
возвращаюсь обратно по рисунку, то есть снова лицевым. Вот готово. Значит, теперь, когда вы провязали горловинку, проверьте высоту, чтобы вы знали, сколько вам еще нужно вязать. Значит, у меня сейчас высота вот 36, а мне нужно до 38, то есть еще 2 сантиметра я продолжаю вязать только на вот этих петлях. Осталось у меня 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 петель для плеча. Снять петлю и дальше по рисунку. Весь узор мы максимально сохраняем. Так я вяжу вот до маркера. Вот эти петельки, здесь 13 отложенных петель горловинки, мы не трогаем. Так, вот я довязала, давайте я вот так вот буду мерить, чтобы все у меня влезло. Сейчас у меня высота должна быть 38 сантиметров согласно моей выкройке. Вот все так и есть. Значит, теперь вот эти все петли я просто отложу. Я их не буду закрывать. Я хочу закрыть одни со вторыми вместе. Так будет удобнее. Ну, красивее будет край. Хорошо? Если хотите, закрывайте и потом будете сшивать. Я очень не люблю сшивать. Мне удобнее закрывать две вместе. Поэтому я просто отрезаю ниточку. Вот оставляя хвостик для сшивания. И вот так откладываю вот эти петельки. Значит, что дальше с ними делать? Я их отложу на вот такую булавку. Вот так у меня выглядят петли на булавке. Если нет булавки, берете дополнительную леску. Нету лески, просто на иглу с нитью тоже можно снять. Так, дальше вяжем вторую сторону, ближе спинку. Значит, у нас по порядку, если в эту сторону идти, то удобнее сначала спинку, затем вторую сторону. Значит, здесь мы провязали уже один лицевой ряд, поэтому спинку начинаем вязать с изнаночного ряда. Также, смотрите, на спинке, когда мы закрывали петельки, вот проймы, смотрите, в эту сторону у нас очень красиво петельки идут, а вот эту сторону такой некрасивый узелок. Чтобы от него избавиться, есть такая маленькая хитрость, такой лайфхак. Вот эту первую петлю я перевожу сюда, под вот эту ниточку. Крючком это делается. Вот так раз. И обратно одеть. Вот. Сейчас будет закрытие в эту сторону. Ну, не сейчас, а в следующем. С лицевой стороны будем закрывать, убавку делать. Поэтому здесь будет красивый такой переход. Также я потом сделаю и там. Так. Значит, спинка. Соединяю ниточку. Снять первую петлю. Так. И все петельки выполняем лицевыми. Мы начинаем со второго ряда, так как первый ряд мы провязали на спинке, когда закрывали проймы. Значит, все лицевыми я вяжу петли спинки. Лицевыми. Последняя вот это вот теперь будет кромка. Вот эти петли не трогаем, работу поворачиваем. Так, дальше с лицевой стороны по одной петельке с каждой стороны от пройм мы тоже убавляем. Значит, снять петлю. Теперь смотрим. Вот это лицевая, это изнаночная. Значит, убавка здесь как две вместе изнаночной петлей. Далее чередуем одна лицевая, одна изнаночная. Лицевая, изнаночная. Вязать до последних 3 петель спинки. Так, довязываю лицевая, 3 петельки осталось, 2 вместе изнаночные. Здесь провязывайте. И кромку тогда лицевой. Вот видите, здесь мягкий такой у нас уклон пошел. Работу разворачиваем. Так, теперь на спинке у нас 51 петелька. Вот эту 51 петлю вяжете дальше в узор полностью уже до высоты горловинки. То есть я вяжу до высоты 36 сантиметров. Все по рисунку, как ранее. Так, спинку я довязала до высоты, как перед, без одного раппорта, без последних 4 рядов. Именно на них я буду делать
закругление горловинки. Значит, на горловинку спинки я отдаю 21 петлю, плюс по одной петельке с каждой стороны. То есть 21 сразу оставляем, затем в следующих рядах еще по одной оставляем. Таким образом у нас здесь на плечах также останется 14 петель, как было там. Значит, следующий ряд вяжем 15 петель, включая кромку. Кромку снять, еще 14 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Так, ставлю здесь маркер. Дальше петельки горловинки оставляем, работу поворачиваем. На изнанке первую снять, вяжем лицевыми до конца ряда. Кромку лицевой, работу поворачиваем. Следующий ряд с лицевой стороны, первую снимаю. Чередую 1 изнаночная, 1 лицевая. Повторяем до последней петли, чередуя изнаночную и лицевую петельки. Изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. И так до последней петли. Последнюю не трогаем. Сюда переснимаем маркер. Вот так. Видите? Маркер горловинки сюда пересняли. Работу поворачиваем и последний ряд снять петлю, вязать изнаночная, лицевая. Значит, у нас осталось здесь 14 петель. Полностью провязываю резиночкой 1 на 1. Так. И 1 изнаночная. Вот. Так, готово. Значит, на этом все. Вот эта часть. Отрезаем ниточку. Теперь мы должны все то же самое провязать с другой стороны спинки. Для этого я переснимаю 14 петель спинки. Так, можно сразу снять на держатель петель. Так будет удобнее. Вот такая у меня есть леска. На держатель петель снимаю. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14. Переснять маркер. Теперь, вот, видите, 1 отдельно и 21. То есть 22 петли пока переснимаю. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 22. Так, то есть 21 центральная плюс 1. Здесь осталось 15 петель. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Сначала одну провязываем, затем через ряд мы ее также перенесем сюда. Значит, пока провязываю. Я вот все петельки лицевыми. Так, 1 лицевая. Вот, и остальные лицевыми. Значит, это первый ряд второго плеча. Вот все лицевыми. Есть. Работу поворачиваем. Снять петлю, снова все лицевыми с другой стороны. Вот, готово. Тянуть. Теперь первую петлю я сразу снимаю на дополнительную вот эту спицу. Все. Чтобы дальше не довязывать. А здесь туда и обратно еще 2 ряда нужно довязать. Так, значит, вот это у нас изнаночная.
лицевая, довязываем до конца ряда. Так, вот есть, работу поворачиваем. И последний ряд снять первую петлю, вязать 1 лицевая, 1 изнаночная, тоже резиночка 1 на 1. Последнюю лицевую. Все, довязали вот эту сторону. Дальше смотрите, вот наша спинка. Увеличить. Значит, на спинке и эта сторона провязана, и вот это уже провязано. Поэтому рекомендую сразу вот так сложить и петельки соединить вместе. Так, чтобы у нас не было слишком много вот этих всяких держателей петель. Соединить вместе. Значит, переснимаю вот эти петельки на дополнительную спицу. Вот именно петли плеча. Значит, мы с лицевой стороны петельки плеча 1, петельки плеча 2. Так, ниточку отрезаем, оставляем большой хвостик и беру иглу с толстым ушком. Так, значит, если у нас ниточка выходит от этой спицы, значит, нужно поддеть и вот эту петельку. Вот так подхватываем, как изнаночную. Стягиваем. Далее закрываем петельки так. Первую снимаю я как лицевую, вторую продеваю как изнаночную. На первой спице стянуть. То же самое на второй спице. Первую продеть как лицевую, снять, вторую продеть как изнаночную, оставить на второй спице. Стянуть. Первую продеть как лицевую, снять, вторую продеть как изнаночную, оставить на первой спице. Первую продеть как лицевую, снять, вторую продеть как изнаночную, оставить на второй спице. Так работаем над всеми петлями. Первую снимаем как лицевую, вторую продеваем, оставляем как изнаночную. Первую продеваем, снимаем как лицевую, вторую как изнаночную, оставляем. Вот так получается. Видите? Сшивается у нас здесь как лицевой ряд, а здесь как изнаночный ряд. Как лицевую снять, прошить как изнаночную, оставить. 1. Как лицевую снять, как изнаночную, оставить. 2. И так все петли закрываем. На каждой из спиц у меня осталось по 2 петельки. На первой спице продеть как лицевую, снять, прошить как изнаночную, оставить. На второй спице продеть как лицевую, снять, прошить как изнаночную, оставить. Так, и последний раз обе снимаем как лицевые. 1 и 2. Так, здесь стянуть конец. Значит, вот такой, видите, очень мягкий переход. Вот наш шов. Максимально он повторяет рисунок. На изнанке тоже его не видно. Видите, плоский абсолютно шов. Так, отправляем иглу с нитью на изнанке. И с изнаночной стороны прячем между петельками. Вот так несколько раз. И этот, и следующие концы. Удобнее, чтобы сразу спрятать все концы. Если нет, то просто отрезайте, а будете прятать в конце. Так, между петельками. Отрезать. Второй такой же конец спрятать можно с помощью крючка. Если вы заметили, я, получается, повторяю контуры предыдущих петель. Вот как идут предыдущие петельки, так вот эта ниточка у меня их повторяет. Чтобы максимально она была незаметна. С лицевой стороны.
Вот. Расправить все и отрезать конец. Вот так, видите, получилось наше плечо. Вот так спинка, плечо соединено. Значит, осталась у нас только вторая полочка. Так, если вот так мы надеваем, да, здесь правая рука, значит, это правая полочка. Вот. Значит, левую полочку мы соединили. Вот так она выглядит. Так, для правой полочки у нас все вяжется зеркально симметрично, как на левой. Здесь у нас вот такой тоже некрасивый переход. Снимаю вот эту петельку. И крючком ее завожу за вот эту петлю. Вот так. Тогда переход получается красивее. Так, дальше снять первую петлю и все остальные вязать лицевыми. Так, ну здесь мы продолжаем вязать в узор, да, вот эту полочку. То есть, начиная со второго ряда, с изнаночной стороны, вяжем по рисунку. В конце третьего ряда на левой полочке мы вот довязываем до последних 3 петель, последняя лицевая. Здесь 2 вместе изнаночной и кромку лицевой. Вот. И на этой полочке теперь также 27 петель, как было на той полочке. А далее продолжаем вязать по рисунку. Значит, эта полочка должна быть полностью зеркально предыдущей. То есть я вяжу до высоты 34 сантиметра, выполняю убавку горловины, затем до высоты 38 сантиметров закрываю петли со спинкой. Так, смотрите, я все довязала до высоты горловинки, как с этой стороны. Лучше всего мерить не высоту, а именно считать количество рядов, чтобы здесь было одинаково. Дальше закрываем все так же. Сначала 10 петель, затем 2, затем 1 петельку. Значит, здесь, прежде чем отложить первые 10 петель, нам нужно их провязать. Первую снимаю и еще 9 лицевых. Так, 4, 5, 6, 7, 8, 9. То есть со снятой петлей должно быть 10. 2, 4, 6, 8, 10. Ставлю здесь маркер, более эти петельки не провязываются. Так, довязываю первый ряд, это горловины правой полочки, полностью лицевыми до конца ряда. Так, кромка есть лицевой. Возвращаемся в второй ряд до маркера. Первые снять, остальные лицевыми. Так, вот довязала до маркера. Теперь, так, следующий третий ряд забираю маркер, первую снимаю, вторую провязываю по рисунку изнаночной. Ставлю маркер, 2 петельки отправила к горловине. Далее лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Вязать до конца. С изнаночной стороны 4-й ряд вяжем по рисунку, снова до маркера. Поворачиваем, еще 1 петлю. Снять маркер, переснимаем сюда. Вот так вот шириниться вязанием и вот так ее снять. 1 петельку, вот здесь отложены наши 13 петель горловинки, как и здесь. И довязываем по рисунку, значит, все лицевыми. Так. И продолжаю вязать в узор. Вот эти здесь примерно 2 раппорта еще так. И здесь тоже еще 2 раппорта, включая вот этот ряд. Ну, полностью до высоты нашей спинки, до высоты плеч. Так, значит, довязала вот здесь высоту полностью до конца. Значит, теперь вот эти петельки нужно закрыть с этими петлями, чтобы сшить это второе плечо. Значит, переснимаем на любую спицу вот эти петельки с плеча, оставляя только на держателе петель петли горловины спинки. Вот эти петли горловины я отправляю на вот эту же булавку. Тоже, чтобы они не мешали. Вот все петельки на одну булавку. Есть.
Значит, здесь у меня конец остался, им я начну вязать капюшон, его я оставляю. А вот если брать спинку, то на спинке я оставляла небольшой хвостик, его я буду использовать для закрытия петель. То есть закрывать петли буду с вот этой стороны. Вот. Закрываем этот конец полностью так же, как вот этот, с помощью иглы. Вот, затянула здесь, затянула там. Теперь с первой спицы первую петлю снимаем как лицевую, вторую прошиваем как изнаночную. Со второй спицы первую снимаем как лицевую, вторую прошиваем как изнаночную. И эти действия повторяем. Это я вам показывала все на предыдущем плече. Здесь полностью такое же закрытие. Так, сшила я второе плечо. Вот такой же незаметный шов. Значит, здесь осталась у нас ниточка. Концы все, ну вот эти спрятала, эти еще, где смена моточка, нужно будет прятать. Значит, у нас тело все провязано. На данный момент рыжего цвета ушло 165 грамм. Ну, плюс, как видите, 2 полосочки вот этих цветов. Значит, это по расходу. На этом конец нашей первой части. Во второй части мы свяжем капюшон и уже в третьей довяжем рукава. Так как у нас здесь и ниточка осталась, и эти петли вот все открыты, логичнее сейчас будет связать капюшон. Тем более, что на капюшон нам нужно определиться с количеством пряжи. Ведь на рукава можно больше коричневого, больше белого. Ну, все, что останется, все отправить, ну, разделить на 2 и отправлю по рукавам. А вот на капюшон мне конкретно нужно вот вязать именно теми цветами, что я хочу, чтобы это была лисичка. Так, значит, переходите во вторую часть. Всем большое спасибо. Всем до новых встреч.